Алексей, ну Да. вот знаешь, так много все говорят о любви, и я так давно видела уже по-настоящему влюбленных мужчин и хорошие пары, что вот ты можешь просто мне рассказать, что чувствует мужчина, когда он любит женщину? В первую очередь это огромный подъем энергии. Конечно, ты чувствуешь себя абсолютно по-другому, у тебя мир играет новыми красками, все радужное, все классно, все проблемы какие-то уходят, ты просто игнорировать начинаешь это. И входишь в состояние такой легкой эйфории. Даже не легкой, у меня сейчас мурашки пошли по коже, потому что я вспоминаю те эмоции, которые у меня были. Но любовь это же влюбленность и любовь надо разделять, потому что влюбленность это первое сильное чувство, которое может возникнуть к человеку, когда ты его еще даже не видел. То есть ты создаешь образ, идеализируешь его и влюбляешься. Насколько это хорошо или плохо, сложно сказать. В юном возрасте, конечно, когда бушуют гормоны, все это происходит очень ярко и порой толкает на необдуманные поступки. И взрослых толкает это на необдуманные поступки, особенно женщин, как мы видим. Но с возрастом, конечно, это все немножко притупляется и действует уже по-разному. То есть, исходя из опыта человека, как он переживал, какие у него были отношения, какая это была влюбленность. Это была влюбленность взаимная или это была влюбленность такая отталкивающая. То есть, когда человек хотел быть с тобой или играл твоими чувствами. Тут, конечно, уже вопрос очень такой скользкий. Поэтому надо разделять любовь и влюбленность. Влюбленность, она недолгая, любовь это уже потом. Когда ты узнаешь человека, и все, то, что ты придумал себе, оно слетает. Как правило, 70% слетает того, что ты себе придумал. То, что люди не такие, как мы хотим их видеть. Мы Мгм. пытаемся увидеть отражение себя в них. Мгм. Но человек это личность, Да, да. понимаешь? Поэтому Вот мне многие девушки рассказывают истории, и в начале прям отношений мужчины хотят прям кардинально поменять. То есть у них существует какой-то образ, и они берут женщину, начинают ее подтесывать, подделывать под вот этот образ. Что это? ну, это нормально. Да? Человек себе придумал, неважно там в каком это возрасте происходит, он видит какой-то образ, который ему интересен. И он вот выстроил себе в голове, что модель должна быть именно такая, модель отношений я имею в виду. И эта девушка должна этому соответствовать. Не модель отношений, определенный вид одежды, прическа, Да, ногти. да, да. То есть, когда Мгм. человек влюбился в какого-то актера или еще в кого-нибудь, и он видит, что девушка там визуально как-то похожа, но ее можно немножко изменить для того, чтобы она полностью соответствовала, ну, почти соответствовала, то они пытаются это делать. То есть, рассматривая человека не как личность, а как создание того, в кого он влюбился. Мгм. Вот, то есть человек не влюбляется в того человека, с которым он знакомится и пытается поменять. Он влюблен в того, кого придумал себе, но Да. пытается это все воплотить уже в жизни, в Это реальности. нормально, да? Это нормально, это у большинства так. То есть, ну, эта программа такая заложена в людях, и тут пока человек не поймет, что нельзя создать образ в реальной жизни, то есть, ну, не существует такого человека, который мог бы полностью соответствовать тому, что ты придумал. Хотя, может быть, и есть, конечно, исключения. Я буду рад, если у людей такое бывает. Но в большинстве случаев такого не происходит. И человек разочаровывается постоянно. Он видит, что человек не одел то, что не сделал так-то, не там уложит не так. А у него в голове, что тапочки ровно стоят, там носки уложены, да, Мгм. грязные носки лежат в посудомойке, хотел сказать, в стиралке. Да, да, да. Вот. Но так не бывает. Мы Мгм. каждая личность, и у всех свои есть плюсы и минусы, с которыми надо мириться, либо принимать. Да. Мгм. Так, ну интересно, действительно, действительно. А можно же наоборот вот узнавать человека? Вот может быть такой вариант? Ну, человек тебе не очень понравился вначале, а потом ты начинаешь с ним общаться и такое вот богатство находишь и думаешь, вау, и вот уже начинает все больше и больше нравиться. Бывает так? Да, бывает такое. Как Бывает. правило, такие отношения, они больше возникают в каких-то коллективах, там, где ты с человеком соприкасаешься постоянно. Мгм. То есть визуально может человек тебе быть и не сильно симпатичен, или даже не симпатичен. Но мы часто влюбляемся в людей в чувство, в поступки, то, что они делают. То есть кажется, там мальчик какой-то хлюпенький, слабенький, а в какой-то момент он проявил себя как мужчина. Там, открыл двери в машине, что часто не делают люди, придержал дверь. Вот такие вот моменты, Да, да, они очень цепляют. цепляет. Слушай, а хорошо, вот на что ты обращаешь внимание в первую очередь при знакомстве? Вот там На внешность.
Ну там Ну, нет, волосы, сразу. грудь, попа. Ну давай честно уже говори. У меня такая публика, она любит честных. Обращаю внимание на фигуру. На Ну, само фигуру, собой, да? сразу да, образ. Мне интересен образ. Вот если я вижу, что у человека есть образ, который мне интересен, да, то есть это, ну, фигура здесь не обязательно, что она должна быть очень стройная или очень толстая. Тут это абсолютно роли не играет. Мгм, Тело, мгм, оно меняется, и человек при желании может его подкорректировать самостоятельно, как хочет. Тем более мгм, у разных людей разные этапы в жизни. мгм. Но все равно, в первую очередь, мы принимаем людей по одежке. По Как ни одежке. крути, это в Ага. первую очередь опрятный внешний вид, это какие-то изюминки, какие-то аксессуары даже просто. Они могут быть очень дешевые, простые, там ниточка какая-то с бусинками, которая смотрится очень Да, гармонично. да, И да, это да. уже привлекает. Да, А да, бывает да. человек вылизан, все, но вот холодно, Холодно. не цепляет ничего, потому что это просто скопированный образ, то есть нет индивидуальности. Шикарно. Шикарно сказано. Вот, к сожалению, я жила до Египта, жила в Турции, потом уже вот в Египте несколько лет. И тут, к сожалению, очень много таких зависимых отношений, которые приводят к боли, к разочарованию, к тому, что люди разрывают отношения и потом больше уже ничего не хотят. Вот. А как вот так людям не ошибаться? Ну, в частности, женщинам не ошибаться. Что бы ты как мужчина посоветовал? Посоветовал бы. Не спешить или что? Или как-то вот, как вот, ну, на что обращать внимание, что на ревность или, может быть, какие-то садистические выходки? В первую очередь надо заниматься собой. Это то, что я посоветую женщинам. Развиваться и становиться личностью. Потому что когда женщина прыгает от одного к другому, не имея своей какой-то сути, своего статуса, она ищет поддержку в мужчинах, то, как правило, она и находит. В первую очередь это ей кажется, что это поддержка, но это превращается все в абьюз. Точно. И поэтому очень важно женщине сначала стать самостоятельной, чтобы ей было хорошо без мужчины. И тогда найдется тот партнер, который будет действовать с ней наравне. Не давить ее и пытаться ее все время принизить где-то, как-то оскорбить, а она будет терпеть, потому что это единственный, кто на нее посмотрел, или там тот, кто ей делает комплименты. Вы классные, поверьте, все классные. Надо в первую очередь любить себя и развиваться. Да, слушай, Алексей, у тебя такие очки красивые. Не-не-не, я просто очень обращаю Спасибо. внимание на очки, и большинство мужчин, они не умеют подбирать. Они вот так вот что-то одевают и одевают. Но у тебя все очки тщательно подобраны. Кто это делает? Не, серьезно. Я делаю, я очень люблю аксессуары, Да? То есть ты поэтому так да, вот, очки для меня это очень важно. просто идеальной формы для твоего лица, понимаешь? Да. Нет, я так просто сказала комплимент, потому что я все Спасибо. озвучиваю, ну, то есть, как бы, это означает, что просто у тебя еще хороший вкус, да, то есть ты визуал такой, да? Ну, конечно, когда ты хочешь, чтобы у тебя был человек рядом, созданный, который сам себя создал, который имеет личность, то ты и сам должен быть личностью и индивидуальностью. Мгм, мгм. Без этого никак. Я поняла, поняла. То есть получается, по сути, нет таких отношений, что вот, или если есть, то очень мало, и, допустим, там мужчина с деньгами, женщина без денег, и в любом случае где-то будет насилие и абьюз, да? Нет, не в любом случае. Не в любом Нет, случае. есть такие отношения, где мужчина с деньгами, женщина без денег, и женщина берет на себя определенные обязанности по быту, по дому. Это не значит, что там надо стирать, убирать, готовить. Нет, если есть деньги, то все это делают обслуживающий Да, да. персонал, да. Но кто этим должен заниматься? То есть этим должна заняться женщина. Руководить. Если да, муж придет домой, уставший с работы, а дома не наготовлено, не убрано и дети обосранные, да, Да, да. хотя при этом денег достаточно, то с кого спрос? Жена не работает, а что она тогда дает мужу? Мужчине-то в первую очередь нужен уют. Как бы это все ни звучало, конечно, но он хочет прийти домой, даже не просто домой, он хочет, когда оказаться рядом со своей женщиной рядом, ему надо чувствовать, что его ждали. Не просто, что вот он пришел, а муж, все, там, приготовь себе что-нибудь, а что его ждали, что его хотят видеть и любят. Вот это хочется. Это же главная энергия для того, чтобы мужчина там рос, добивался чего-то, все к ногам женщины. Вот любовь, преданность, такая 100%, это же главная энергия, правильно? Кроме внешности аккуратной, кроме вот такого имиджа, женские, человеческие качества, ну какие очень важны для тебя?
Я, так как сам тактильный человек, для меня очень важны соприкосновения, объятия. Если этого нету, то мне становится плохо. То есть для Шикарно, меня это очень важно. шикарно, шикарно. Потому что даже стоять на кассу в магазине, мне иногда хочется обняться. Почему бы не использовать это Да, время, правда? да, да, да. Согласна. Если я хочу проявить свои эмоции, я это проявляю. И Слушай, для это же меня наш... важно, чтобы женщина их умела принимать. Да, кстати, да, да, да. Но это же шикарное качество на самом деле. Наверное. Что бы ты женщине не простил? Какой вот поступок, что такое вот, а, ну, Измену, само собой. Предательство для меня это непростительно. мгм. То есть, когда с человеком в отношениях, то других лиц не может быть ни в каком формате. Э, Я жила в Московской области довольно долго, и там есть, значит, такое развлечение у пар, которые живут много лет. Мгм. Они вместе, муж с женой, идут в свингер-клубы. Мгм. И там, значит, ну ты знаешь, что такое Да, свингер-клубы, да? конечно. То есть для них вот это норма. Я вот всегда как-то, знаешь, думаю, что в моем понимании, что если мужчина любит женщину, он не может ее делить с другими. Да. Вот что ты скажешь по этому поводу? Ну, я скажу, что у меня есть знакомые, которые тоже свингеры. У нас и в Беларуси есть свингер-клубы. Но суть-то в чем? Не все к этому приходят сразу. Кто-то приходит позже к этому, кто-то сразу к этому приходит, кто-то никогда к этому не приходит. Тут вопрос уже в том, как умеют люди разнообразить свою сексуальную жизнь. Мгм. Для кого-то поменяться партнерами – это нормально. Для кого-то это неприемлемо. Для меня сейчас это неприемлемо. Как будет в будущем, я не знаю. Но на данный момент я понимаю, что я человека не хочу ни с кем делить. И осознание того, что кто-то может трогать мою женщину, ну, меня прям злость возьмет. Я не приемлю это. Но это же нормально. Это же и говорит, что ты собственник, ты как бы самец. Ну, как бы, это правильно? Да. И, наверное, в большинстве случаев это происходит у людей, когда они теряют интерес к женщине, как к женщине. Но они ее ценят как партнера по жизни. И когда видят, что уже охлаждевает все эти эмоции и уже пахнет изменой, то большинство, ну, может не большинство, но какая-то часть людей находит выход именно в таком, так сказать, контролируемой измене. Когда и один изменяет, и второй, и вроде бы это плохо, измена, но так и ты изменяешь, да, то есть все обоюдно, и я знаю людей, которые после такого опыта влюбились друг в друга еще раз, и больше никаких у них не было ни измен, ни свингеров, ничего. То есть, возможно, вот это такой переломный момент, когда человек видит, что его женщина там, или ее мужчина может быть с кем-то другим, ломает это все навсегда и привязывает еще больше. Такие истории тоже есть. Осознание какое-то глубины, Да, да? да. Но, слушай, может, получается, если людям становится скучно, может, нужно идти в горы, альпинизмом заняться или в поход. Просто я очень хочу в поход пойти, но меня никто не приглашает, тут нет похода, знаешь? По пустыне только с Я очень бедуинами. хочу в поход. Алексей, если у тебя есть какие-то знакомые, они меня могут взять в поход? Подумай, это ты можешь сейчас не отвечать. Я хочу в поход пойти, только не одна. Ну, я хочу вот, Конечно, нет. ну я хочу как, сидеть, снимать видео, как мне готовят еду, понимаешь? То есть я имею в виду с командой, ну там, вот. Я очень хочу У в меня есть поход. друзья, которые организуют, но они не, ну, в Европе В организуют. Европе, да? Ну Да. это потом поговорим, значит, Да. да? Вот, ну хорошо. Так, Ну, разноображивать, вот как ты как говоришь, ага, куда-то походы. Не всем это надо. не всем То есть, надо, например, для меня интереснее будет путешествие, какие-то новые эмоции. Да? Для кого-то это будет поездка на машине, там, полет на дельтаплане или еще на чем-нибудь. Получение ярких эмоций. Но это не усилит чувства друг с другом у мужчины и женщины. Поэтому тут либо встряска такая, либо расходятся, либо, как у моих родителей, например, они живут прекрасно, любят друг друга, по крайней мере, как вижу я. Ну, слушай, ты знаешь, на самом деле же, вот как в моем понимании, вот мужчина такой друг, ну, как бы в первую очередь, то есть которому ты можешь доверять все, да, там, рассказать, там,
пить чай вместе, смотреть на море, там дурачиться, что-то обсуждать, серьезное, несерьезное. То есть это в первую очередь такой твой милый друг, правильно? Ну, Так же? конечно, как мужчина милый друг, так и женщина Да, милый да, друг. да, да, да. Да, которому ты доверяешь, все делишь, и как бы, ну, у вас уже ибо единое целое, по большому счету. И вот та влюбленность, о которой мы вначале говорили, она с моментом времени переходит уже вот в эту вот такую привязанность, дружбу с сексуальным подтекстом. Да? То есть, когда тебя заводят какие-то моменты, нюансы, просто даже приготовки еды, там, передничек не поднялся, Класс. еще А у тебя есть что-то. передничек? Я думаю, будет в будущем. Класс. Готовить я люблю. Ну, я тогда напрошусь с Катрин к вам в гости. Слушай, не, Это ну, Катрин. да-да. Вопрос. Не, ну ты знаешь, что, ну мужчина в передничке такой накачанный, это, конечно, надо отдельное видео снимать. Спасибо. Это- Следующее интервью в передничке, да? Да, в передничке. А ты, ну, ты же еще умеешь готовить, правда? Да. Вот сейчас некоторые женщины думают, эх, почему я ему не написала? Вот я бы сейчас была бы с Алексеем, с таким вот мужчиной интересным. Ну что Значит, так сделаешь? надо. Значит, так надо, да? Да. Ну вот. Вот. Ну, женщина, в следующий раз, если вы видите объявление в срез, что ищу жену, или там кого, сразу надо писать, в общем, что вы были первые. Да. Не, просто есть такие мужчины преданные. Вот они начинают общаться с одной женщиной, и вот все остальные для них как бы не существуют Да. уже. Вот и все, поэтому надо быть первым, ну, быстро ориентироваться, место забивать, как вот мы с тобой сели удачно, и все. Да. Правильно же? Вот. Алексей, вот я часто наблюдаю такой момент в жизни, когда мужчина начинает общаться с одной женщиной, и потом через какой-то период, не знаю, может заканчиваются дрова уже любовные или что, они начинают вводить в игру третьего партнера. Это называется триангуляция в психологии. То есть вот зачем это, если же можно как-то по-другому мотивировать там, ну, вот зачем это делают? Ну, во-первых, я не понимаю женщин, которые такое терпят. Какая нафиг триангуляция? Какой ввод еще одного партнера? Вы что, с ума сошли? Ну, как только начинаются такие игры, сразу до свидания. Все, следующий. Неужели так мало мужчин? Посмотрите вокруг. На каждую женщину здесь сотни. А если взять нормальных женщин, то их не так много на самом деле здесь. Поэтому какой третий партнер? Вы что? Не смешите меня. То есть получается, вместо того, чтобы как-то что-то вносить в отношения, теплоту, заботу, как-то проявлять себя, они просто применяют тупо манипуляцию, типа старайся, детка, старайся, потому что есть вот еще одна женщина. Но тут надо понимать, во-первых, что это за принц такой, который, когда одна надоела, начинает еще одну искать, не расставшись с первой. Это странная личность, как для меня. Хотя тут это в порядке вещей. Женщина, ну, цените себя. Ну, как? Как это? Вот я представлю, допустим, даже представлять не хочу, но, допустим, там появился какой-то еще один человек, потому что я что-то не делаю, так все отношения это игра с двух сторон. Мы должны и один человек, и второй создавать это все вместе, а не то, что один требует, второй выполняет. Это уже такие отношения, они интересны в первую очередь тем, кого недолюбили, кого обидели, и которые ищут, так сказать, наверное, даже отца они ищут в первую очередь. Не партнера и любовь по жизни, да, а именно того, кто будет руководить, говорить, что делать. Если делаешь плохо, будет наказывать. То есть, если, конечно, женщине интересны такие отношения, и ей это нравится, то ради бога, но человек со здоровой психикой этого терпеть никогда не будет. Любовь это как огонек, он должен гореть ровно, ярко, так надежно и долго, правда же? А вот эти эмоциональные качели, вот это позвоню, не позвоню, холодно, жарко, ближе, далеко, вот то, что вот тут происходит, это же что-то, это же для невротиков. В большинстве случаев это игра здесь. Игра Зачем? для того, чтобы одни получают самооценку. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что для того, чтобы здесь получить местную жену, надо быть самому кем-то. А для того, чтобы получить европейскую жену, ничего не надо. Да, кстати. Надо да. просто улыбаться широко, Да. быть харизматичным. Но многие на это ведутся. Просто что
жалко, когда люди в это погружаются и верят в это до конца. Есть, ну, есть исключения, есть замечательные семьи, я знаю такие, которые муж араб, женщина ну, белая. Да, это в порядке вещей, это бывает. Но, во-первых, эти люди, они не из анимации, они не из туристического бизнеса. Как правило, эти люди, они занимаются абсолютно другим. Они там недвижимостью, еще чем-то, банковский какой-то сектор. Но все, кто торгуют, все, кто занимаются туристической деятельностью, аниматоры, это поголовно просто. Дайвинг. Одна уехала, вторая приехала, все, у них Да, там... да, да, дайвинг, вот эти все, да? Да, дайвинг, они... Ну, я несколько раз нырял, и постоянно я вижу, как один и тот же инструктор всем в любви признается, всех приглашает на свидание. А, еще было, сейчас прилетел, когда я достаточно долго ждал такси и наблюдал, что мужчина, не будем говорить какой национальности, проводил женщину, подождал и встретил другую. Да. Вот это для меня было вообще просто. Я такой посмотрел, думаю, ну, Это где было? молодец, вот в Хургаде здесь. Просто возле кафе, да? В аэропорту я стоял и, ну, ждал такси. Я видел, подъехала машина, все, он вывел одну, пошли они наверх, все, потом он спустился, стоял, я долго стоял, ждал, потому что, ну, у меня чуть не получалось вызвать, там с интернетом проблемы были. Ага. И тут я смотрю, выходит из аэропорта, он бежит счастливый, она счастливая. Да ты То видишь? есть, да, очередная любовь. Я вот думаю, ну блин, ну как во что вы верите-то? Ну понятно, что есть любовь, есть чистое чувство, здесь есть это все. Да, Но так это все тяжело. тяжело. А есть же люди, которые очень серьезно к этому относятся. Ну, то есть для Ну них как? травма будет. А как не относиться серьезно? У нас же женщины все на постсоветском пространстве, они недолюбленные. Абсолютно. Большинство наших мужчин, им интересен футбол, гараж, алкоголь. Все, встречи с друзьями, рыбалки, бани там и так далее. То есть на первых этапах они дают женщине что-то, а потом это очень быстро все иссякает и становится скучной бытовухой. Чего боятся все? Здесь нет этой бытовухи, здесь всегда праздник. И это цепляет. Это просто, ну, завораживает, египетская магия, да, такая. Мгм. И женщины на это ведутся, да все на это ведутся. Мгм. Поверьте, если бы здесь женщины вели себя так, как мужчины, арабские женщины вели бы как мужчины себя, то белорусские, российские мужчины, украинские мужчины, все были бы точно так же. Они бы все цеплялись, они бы тоже плакали в аэропортах. То есть это все, да, все точно то же самое. Как женщины наши платят подарками, там, помогают помощью. Также и мужчины бы то же самое делали. Это все то же самое происходит, наверное, в Таиланде, да, или в Африке, где, ну, все наоборот происходит, не так, как здесь. А так здесь рай для одиноких женщин, которые хотят сказку. Ну, часто с грустным концом. Да, шикарно, на самом деле. Шикарно. Даже добавить нечего. Женщины, вы должны понимать, что мужчины, которые просят у вас деньги, это может быть один раз, два раза, разные ситуации бывают в жизни. Я понимаю, что это такое происходит. Бывают разные травмы, когда действительно не вытягиваешь. И тогда, конечно, женская помощь, она бывает очень необходима. Но когда это происходит постоянно, это уже ненормально. И мужчина привыкает, он расслабляется. И как только вы прекратите использовать, давать финансирование, все может закончиться очень-очень быстро. Ну вот как мужчина, успешный, интересный, имеющий семью, имеющий любимую женщину, имеющий любимую работу классную. Ну вот что ты бы хотел сказать нам, людям? В первую очередь, любите себя. Пока вы не научитесь любить себя, никто вас любить не будет. Когда вы имеете какой-то статус, когда вы идете с гордо поднятой головой, когда вы знаете, что вы завтра будете такой же сильный, как и сегодня, то к вам будут обязательно тянуться люди. И будут тянуться именно такие же люди, как и вы. Не альфонсы, не проститутки. Их много. Всех много. А именно такие надежные люди, которых вы хотите видеть рядом с собой. Как говорится, претендуешь — соответствуй.